Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очередная коррекция. Эти ноготочки вы на канале у меня видели, относились они великолепно, нигде ничего не потерлось, но клиентка пожаловалась на то, что у нее начали снизу отходить ногти. Иногда бывает такое из-за того, что материал, который срастает на кончике, устаревает, связи с ногтевой пластинкой устаревают и может начинать отходить натуральный ноготок. Лучшее решение в данном случае либо снять весь материал, обновить его, либо выпилить просто натуральный ноготь, чтобы нечему было отходить. Итак, мы с вами приступаем к коррекции. В данном случае у этой клиентки еще и очень сильно вниз растущие ногти, причем все, начиная с мизинчика безымянного пальчика, все ноготочки растут вниз. Поэтому при подготовке ногтей сразу же выравниваем нижние направляющие, поднимаем их повыше, а сам кончик будем уже поднимать при помощи материала. Просто наложим побольше материала сверху на ноготок, который выпилим снизу и превратим в арочку. Как обычно, у нас классическая подготовка ногтей. Мы убрали старый материал, зачистили птериги, нанесли праймер, нанесли базовый гель и в одну капельку моделируем наш новый ноготочек. Моделируем в данном случае при помощи замеса. Это смесь из средней вязкости прозрачки и камуфляжика. Получаем вот такой вот сразу красивый ноготочек по цвету, на который можно делать все, что угодно. Ну и выпиливаем, конечно же, форму квадрат. Наша основная задача не рухнуть обратно тот кончик, который мы с таким упорством поднимали все это время. Поэтому очень внимательно не заваливаем пилку, пилим ровненькую площадку, так чтобы ноготочек у нас получился ровненький относительно боковой оси пальца. Ну а теперь видим, сколько же у нас материала в торце. Именно за счет этого материала мы и поднимали наш ноготочек. Вспоминаем о том, что клиентка жаловалась на то, что у нее отслаиваются натуральные ногти, поэтому проще всего выпилить их нафиг, чтобы нечему было отслаиваться. Ну а теперь непосредственно дизайн. Сегодня мы с вами будем делать еще один очень трендовый в этом сезоне дизайн — кошачий глаз с новым бликом. Для того, чтобы сделать кошечку, нам необходимо прокрасить черную подложку, потому что все кошачьи глаза смотрятся хорошо на темных цветах, а лучше всего, конечно же, на черном. В данном случае в качестве черного цвета использован Blue Sky 179 оттенок, который ложится в один тоненький слой. Ссылочки на все используемые материалы, конечно же, оставлю вам в описании.
В качестве добавочного цвета было решено использовать вот такой вот розовый оттенок, потому что кошечка у нас будет с розовым хамелеонистым бликом. Блик, который переходит из желтого в розовый. Поэтому, чтобы этот блик не конфликтовал с основной цветовой гаммой нашего дизайна, мы решили остальные ноготки прокрасить розовым. Ну а теперь самое интересное, это, конечно же, кошка. Кошка, кстати, тоже от Blue Sky. Номер вам ее оставлю в описании, если вспомню о том, что мне нужно это сделать. Итак, кошечка у нас хамелеон, у нас в руках два магнита, при помощи которых мы гоняем блик, как нам хочется. Нам нужно, чтобы у нас магнитные частички не тонули в толщине нашего материала, а наоборот выходили повыше. Поэтому нам нужно подобрать на наших магнитах магнитные поля таким образом, чтобы они выталкивали, расталкивали и раздвигали наши частички пигментов. Далее на нашу кошечку отпечатываем штампы. Штампы делаем сразу при помощи гель-красочки. Штампы у нас, конечно же, не печатаются в районе кутикулы боковых валиков. Почему-то, потому что там же не печатается наша фольга. Потому что мешает кутикула и боковые валики, особенно на тех ручках, на которых эти места довольно активные. Поэтому там, где у нас что-то пошло не так на этапе штамповки, берем и ручками дорисовываем. Слава богу, мы умеем рисовать. Ну и, как обычно, довольно сложно вовремя остановиться, поэтому нам захотелось с клиенткой сделать немножечко поярче. Я решила добавить серой прорисовки, не белой, потому что белая была бы слишком яркая, слишком бы активно бросалась в глаза, а именно такой вот темно-серенькой. Она и подчеркнула основные элементы нашего штампа, и в то же время выделила какие-то интересные идеи, и не сильно бросилась в глаза, не забила все остальное.
Вот, собственно говоря, такая работа у нас получилась. Очень интересно смотрится этот блик, безумно красиво. Очень красиво смотрятся штампы на этом блике, но в принципе, как вы понимаете, мне было бы изначально, наверное, проще просто нарисовать тонкие линии, чем штамповать эти штампы. Но, тем не менее, работа была интересной, это сейчас очень модно, поэтому я думаю, вам было полезно узнать, как же это делать. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!